Приветствую вас! Этот уникальный в своем роде двухэтажный троллейбус появился благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву, который тогда был главой Московской парторганизации. Именно он предложил взять за основу английский двухэтажный троллейбус и сделать свой собственный, советский. Так как работающие на 4 столичных маршрутах ЛК-1 и ЛК-2 не всегда справлялись с растущим пассажиропотоком, правительство дало добро, и летом 1937 года троллейбус АС-664Т был доставлен из Англии в Москву, где 2 недели колесил по столице. Что доставило немало хлопот электромонтерам, ведь им пришлось поднимать контактную линию на некоторых маршрутах почти на 6 метров. Затем, после обкатки заграничного троллейбуса, его отправили на Ярославский завод для дальнейшего изучения и создания своего аналогичного. Новый троллейбус, который назвали ЕТБ-3, пришлось по сравнению с английским видоизменить и перенести руль и двери, так как известно, что в Англии левостороннее движение. А вместо одной четырехстворчатой задней двери в 1940 году установили еще и спереди. Вообще ЕТБ-3 получился не только красивым для своего времени, но и новаторским. Многое в этом троллейбусе было применено впервые. В отличие от других моделей, у которых каркас был деревянным, он имел уже цельнометаллический из труб прямоугольного сечения и снаружи целиком покрыт алюминиевыми листами. А также впервые применены двойная система тормозов и резервная система питания от аккумуляторов. Тяговый двигатель мощностью 74 кВт с карданным валом был смещен влево от оси симметрии под пассажирским сиденьем и позволял развивать скорость троллейбуса до 54 км в час. Как и его английский собрат, имел рекуперативное торможение, функцию автономного хода. Крутящий момент от двигателя к среднему мосту и от него к заднему передавался карданными валами, главным передачам через червячное соединение. В задний мост встроили дополнительный дифференциальный механизм, через который подавался крутящий момент от среднего моста. Троллейбус имел односкатные задние колеса, и обе оси являлись ведущими. Ярославский троллейбус получился также и шикарным. В нижнем салоне размещалось 32 человека, на втором 40 человек. Для доступа на второй этаж, с которого открывался живописный вид на Москву и где всегда любила находиться детвора, вела лестница из 2 маршей по 10 ступенек. Плюс ко всему стильная обивка салона и сидений, 20 электрообогревателей, которые не давали замерзнуть пассажирам зимой, вентиляция и табло об отсутствии свободных мест, о котором она свидетельствовала, украшала данный троллейбус. В следующем 1938 году, 25 июня, новый троллейбус привезли в Москву, а 20 июля начались его ходовые испытания, которые закончились 7 августа. А затем его после одобрения правительственной комиссии выпустили на регулярную эксплуатацию с пассажирами в 1939 году и был приурочен к выборам в Верховный Совет. Хоть троллейбус и обладал большой вместительностью и хорошей маневренностью, в ходе эксплуатации стали вылазить и недостатки. Первым недостатком была небольшая высота салона, которую сделали ниже из-за ограниченной высоты контактной сети. На первом этаже высота от пола до потолка составляла 1,78 метров, на втором этаже 1,76. Каково было людям особенно высокого роста, приходится только догадываться. Второй недостаток – это тяжелое управление троллейбуса зимой, особенно по российской зимней улице. Снег и наледь на дороге раскачивали троллейбус, у которого был высоко расположен центр тяжести. Дополнительное неудобство доставляла лестница на второй этаж, которая из-за налипшего снега становилась опасной. И это не считая кучу разных мелких поломок. Построив с 1938 по 1939 год 10 машин, было решено выпуск ЕТБ-3 прекратить. Со временем 8 из 10 троллейбусов порезали на лом. 2 других экземпляра трудились даже после войны, до конца 40-х годов. Пока не было решено их заменить другими троллейбусами, сочлененными ТС-1. Вот так и закончилась жизнь этих уникальных советских двухэтажных троллейбусов ЕТБ-3. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!